В прошлом ролике касательно данной темы я пришел к выводу, что невозможность запуска со стартера в холодное время года связана с коммутатором, потому как с коммутатором постоянного напряжения DC двигатель запускался без проблем. Можно, конечно, было перейти и ездить на коммутаторе постоянного напряжения DC, но я использую его в качестве спасательного круга, на случай, если в пути накроется высоковольтная обмотка генератора. А она выполнена из очень тонкой проволоки, так что выход ей из строя вполне возможный вариант. Недолго думая, я вспомнил, что прошлым летом у меня накрылся коммутатор заводского исполнения, переменного напряжения, AC. Я его хотел отремонтировать, но в процессе разборки повредил плату, поэтому забросил эту затею. Но главное то, что схема того коммутатора отличается от той, что я использовал в самодельном коммутаторе. Свой коммутатор я спаял по простейшей схеме всего на одном тиристоре. Такая схема повсеместно встречается в заводских дешевых коммутаторах, а этот имеет на своем борту аж 7 транзисторов, помимо самого тиристора. Отличить эти коммутаторы не представляется возможным, так как чаще всего внешне они абсолютно одинаковы. Но все же есть один способ, но о нем чуть позже. А что если на таком многотранзисторном коммутаторе попробовать запустить скутер? Но продолжать ремонт этого желания особого нет. Слишком много компаунда еще предстоит расковырять. Но выход есть. У меня завалялась еще одна плата коммутатора точно такой конструкции. У меня когда-то давно было видео о нем. Там я расковырял типа тюнинговый коммутатор, но внутри оказался ничем не отличающийся по схеме от обычного коммутатора в черном корпусе. Спасибо, что хоть не на одном тиристоре. А разбирал я его по причине того, что он искру давал через раз. Впрочем, как и этот. Вообще плохая пайка — это слабое место всех коммутаторов. В 99% случаев коммутатор выходит со строя из-за треснувшей пайки. Короче, решил я восстановить этот тюнинговый в кавычках коммутатор и посмотреть, что из этого выйдет. Вместо выносного разъема на проводах паял разъем в плату, как это сделано на обычных коммутаторах. Прошелся паяльником по всем точкам, где припаяны компоненты. Настал момент истины. Сначала попытаемся запустить на одном тиристоре. Даже не схватывает. Подключаем многотранзисторный. О чудо! Скутер запустился со стартера. Снова на одном кадре подключаю самодельный коммутатор и видим, что со стартера он не стартует. А вот с ножки, пожалуйста. На самом деле чудес не бывает. Проблема скрывалась в транзисторах, а точнее в их отсутствии, в однотиристоровом коммутаторе. Здесь импульс от индуктивного датчика через диод идет на управляющий вывод тиристора. И если обороты магнита вялые, то и сигнал с индуктивного датчика будет слабым. Он, конечно, откроет тиристор, потому как искра во время проверки присутствует, но времени горения искры недостаточно, чтобы зажечь топливно-воздушную смесь. Кстати, в комментариях к первому ролику по теме советовали уменьшить зазор между датчиком и магнитом. Вполне себе решение. С минимальным зазором сигнал с датчика должен быть мощнее, но я не хотел заморачиваться с распилом проушин датчика и возиться с магнитом, если бы пришлось. В транзисторном же коммутаторе сигнал с индуктивного датчика усиляется транзисторным каскадом, поэтому даже слабый сигнал на вялых оборотах воспринимается коммутатором адекватно, и искра справляется со своей задачей. Возник вопрос, как же при выборе коммутатора определить, что перед нами именно транзисторный? Ведь из вышесказанного следует, что он превосходит обычный коммутатор с одним тиристором. Можно попробовать провести замер мультиметром в режиме амметра. Мерить будем сопротивление между пинами коммутатора, индуктивный датчик и масса. Как показала практика, дешевый бестранзисторный коммутатор при прозвонке в одну сторону не звонится и вовсе. В другую уже показывает около 6 мегаом, что в принципе также говорит о громадном сопротивлении. Транзисторный же коммутатор будет звониться следующим образом. В одном направлении сопротивление будет постоянно расти, и исчисляться будет сотнями килоом, что уже как бы отличает от коммутатора на одном только тиристоре. В обратном направлении ситуация будет также повторяться. Также килоомы и также постепенный рост сопротивления. Надеюсь, что этот метод поможет вам выбрать нормальный коммутатор. Следующее включение будет при температуре ниже 10 хотя бы градусов. Посмотрим на запуск двигателя зимой. Спасибо за просмотр, удачных всем ремонтов.